Друзья, всех приветствую. Снова меня на сборку мебели занесло. Вот собираю мебель, здесь ее дофигища. Это вот в коробках, все вот это. Там собрано, там дальше еще есть куча мебели. Это офисное помещение. В этом видео хочу рассказать про одну штучку такую интересную. Вот я приобрел ее, вот она. Только что приобрел. У меня такая есть. Ну, мне понадобилась вот еще одна. Я сейчас расскажу, сейчас объясню, в чем прикол. Вот новая вот в такой упаковке, такой ложемент. Вот приглядитесь, кому интересно. Значит, вот замечательная насадочка. Но, как всегда, это китайщина, конечно. Ну, ее можно брендировать под разные, конечно. Ее и брендируют наверняка, под фирменные тоже. Она на круглую биту, не на шестигранную, вот как некоторые есть. Вот видите, здесь шестигранник, а здесь круглая. И как бы есть для шестигранных сюда одевается. Или на целую шестигранную. На круглый плохо держится. А это чисто для круглой. У нее, посмотрите сейчас, если будет видно, шариковый такой зажим и стопорное кольцо. Вот оно. Ну, прикольная такая насадочка. Можно регулировать вот так сюда, подальше, поближе совсем. Вот ее можно, да? Вот. Все замечательно. Она стальная, металлическая, прикольная. Вот. Сейчас я покажу, кстати, вам потом, как я вот как раз приготовил петлю дверную. Сейчас закручу ее. Подпер дверью все петли, как обычно, по своей технологии, чтобы они ровненько были. Вот тот самый славный шуруповерт. Вот с этим аккумулятором теперь я работаю. Не могу высадить его вообще. Вот, то есть один раз высадил, крутил, я сейчас скажу, очень много, очень долго. Неделю мне его хватило. Вообще, я теперь шуруповерт вообще заряжаю, наверное, раз в 2 недели. Я таскаю с собой, конечно, те маленькие бочоночные аккумуляторы. И их не использую теперь. Я теперь вот этим работаю и работаю. То есть один он у меня, родной. Есть аналоги, на них жалуются. А этот родной, ну вообще жалоб никаких нету. 6 ампер-часов. То есть даже не 4 ампер-часа. Ну прикольно, удобно. Я ставлю теперь шуруповерт. Ну так вот, давайте я расскажу про насадку. Я вот в прошлом видео как-то однажды показывал вот про вот эту насадку. Вот смотрите. Это родная бошевская. Вот тут даже логотипчик есть. Чудесная насадка. Она намагничиватель. Она чуть-чуть шире, но короче. Шире вот этой, но короче. И в чем прикол? Она пластиковая. На круглую биту, там, ну, на любую, короче, она биту классно магнитит, меня выручает. Но у нее вот там вот клипса внутри была. Она взяла, отломилась в процессе работы. Не знаю, что там задел или что. Короче, ну долго прожила. Ну и сейчас она живет. То есть вот это тот самый славный набор, который я всем показывал, он в работе. Причем нормально себя чувствуют, биты вообще не слизываются. Я вот, я, наверное, несколько тысяч уже позакручивал саморезов, крепежа различного, гаек, болтов, вот это под болты, под гайки, винты. То есть вообще обалдеть, нормально. Вот он. То есть вот у меня чемоданчик вот этот вот, я его таскаю. Все у меня вот так вот на месте всегда. Вот шестигранник, да, допустим, еврокрепеж, евроболты, вот, он вообще не слизывается, ровненький и прикольненький. Ну ладно, вот это я хотел рассказать про новиночку. Зачем показываю? Для того, чтобы, может быть, кто-то хочет определиться с выбором, просто рассказываю, подсказываю. Нормальная насадка, нормально магнитит, вот, сейчас покажу, вот, видите, еще раз давай. Одной рукой снимаю, извините, вот, раз, ну, то есть, нормально. Работает, рабочий вариант. Вот. Для чего я купил? Ну, во-первых, не слетает, как вот эта черная, которую я сейчас показал. Вот она. Это может слететь. То есть она на крепеже может остаться. Вот так забираешь, а она там осталась. Забываешь каждый раз. То есть вот видите, вот она не хочет. То есть она слазит. Ну, при случае тоже можно вот раз. Магнитит она лучше, чем вот это. Ну и это нормально магнитит. У меня также вот есть вот такой намагничиватель. Вот. Кому интересно, вот можно также биту, допустим, вот, кстати, шестигранная, вот она. Вот, намагнитить или размагнитить. В общем, вот такая вот фигня на вот таком инструменте. Работаю потихоньку. Сейчас покажу. Вот видите, я вставил сразу, да, допустим, и без проблем. Раз, все, подкрутил. Петлю не увело, а все у меня поджато. Сейчас другой дверью сверху. Такой секретик. Так, где в процессе съемки саморез еще один делся? Ну вот, куда я его дал? Показываю, снимаю, и тут же все теряю.
Сейчас, секундочку. Ладно, сейчас другой возьму, вот у меня тут рядышком. Тут найду. Вот. Вот так вот раз. Саморезик пришпандорил. И вот сюда. Ой, сейчас, секунду. Все равно перекашивает в моментах, но лучше уж вот с таким намагничивателем, чем без никакого вообще. Вот одной рукой сейчас показываю, снимаю. Вот. Вот. Закрутил. Вот этот шуруповерт всегда со мной кормилец. Так, что вам еще рассказать? Вот про аккумулятор сказал. Кому-то, если нужно, кто-то присматривается. Много раз показывал на канале. Там пишите свои комментарии. А, вот он, кстати, саморезик вот на вот этой битке. Секунду, сейчас настроится камера. На телефон снимаю. У меня нету таких супер камер, оборудования. Канал веду посредственно. Не ради каких-то там профитов денежных, а ради профитов для вас, друзья дорогие зрители, чтобы вы знали. Так, короче, вот этот саморез, вот этот вот второй намагничиватель. Ну и все хранится вот здесь вот у меня рядышком. Я говорю, что куплю, наверное, крафтулсовский, покажу потом. Крафтулстовский. А вот это вот такая вот фигня, какой-то катап какой-то, я в жизни никогда не пользовался. Вы видите, я вообще перфекционист, у меня все фирмовое, я стараюсь. Ну, фирмовое и китайское, оно, в принципе, сейчас китайцы нормально все делают тоже. Такие вот дела. Сейчас вот соберу эту мебель. Это двери длинные. Вот они. Вот такие длиннющие. Вот сейчас на этот шкаф поставлю. Он уже направляшки принимающие установил. Вот сюда. И вот. Это я таким способом только ставлю. Я сначала расставлю всю фурнитуру, а потом дверь вдеваю. У меня был напарник, который крепил сразу принимающую сторону на петлю и дверью потом прицеливался в отверстие. Давай, короче, держать дверь за шуруп этим. Ну, саморезиться, да, там, крутить винты, так неудобно, ужас просто. А он как бы мой учитель был, в принципе. И когда я решил все-таки самостоятельно уже работать, попробовал вот такой способ. Ставить сначала фурнитуру всю на шкаф, ну, на детали, собираешь весь шкаф уже с деталями ровненько, и дверьми потом петлями сюда заезжаешь спокойно, и уже здесь на готовый винтик заворачиваешься. Все регулируется сразу, то есть бочонок регулировочный вот в этот пазик вставляется. Ну, ты заезжаешь ровненько петелькой, и все нормально. А он мне говорит: нет, ты ставь сразу, ну, раньше говорил, и потом, короче, вот сюда быстро шуруповертом зашурупливайся. Но это, мне кажется, не очень хороший способ. Это вот, ну, если коллеги смотрят сейчас это видео, пишите комментарии, как вы там это все дело собираете тоже. Такой процесс. Еще раз говорю, нормальная тема, вот это такие мелочи вроде, да, а они выручают, реально выручают. Так, все, рассказал вроде, да, кому интересно, вот про набор смотрите на канале, там куча видео я выкладывал, там в одном хвалил, в другом там критиковал. Про вот этот инструмент тоже рассказывал кучу раз, и сейчас вот рассказал, и про эту батарею, и про другие батареи, и вот про фонарь, вот про этот, да, вот рассказывал, вот у меня выручает этот фонарь, вот всегда он со мной на аккумуляторе работает, вот. То есть светит постоянно. Вот, кстати, бочоночный аккумулятор. Вот этот вот. Фонарь может работать и от этого тоже аккумулятора, только смысла нету, он потребляет мало, светит, когда надо, прям часами он мне там подсвечивает в темных местах всяких, бывает в мебели. Ну и вот эта вот штука тоже, я по пути сейчас расскажу, вообще выручает, особенно если уже там мебель где-то там, ну, на разборке очень помогает, когда стоит уже мебель, да, тебе нужно или узкие какие-то пространства, тебе надо подлезть где-то, что-то подкрутить, особенно там под потолком, да, то есть шуруповертом не залезешь, а эта штучка раз залезает, сюда вот бита вставляется. Так что, друзья, не реклама, опять же, просто показываю, может кому-нибудь пригодится. А вот эта кияночка, она мягенькая, она вот со мной тоже всегда подбить где-то детальку, ну, подстукнуть, чтобы встала в пазы, там что-то там, допустим, еще как-то, вот такая штукенция. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.